Всем привет! С вами канал Hobby Point и я Анастасия. Обычно у меня в руках игла, а в этот раз челнок. У меня часто спрашивают, можно ли мои схемы выполнять челноком, а некоторые просят даже показать их выполнение челноком. Поэтому я решила попробовать и снять несколько видео на эту тему. Для начала видео, как я выполняю узел фриволите, а дальше посмотрим. Посмотрим, потому что я постоянно говорю, что иглу я люблю больше, и это действительно так. Поэтому не очень уверена, что челнок приживется у меня на канале. Но так как я уже давно про это думаю, все-таки я решила попробовать. Я взяла, как мне кажется, самый распространенный челнок. По крайней мере, я очень часто вижу его в магазинах. Вот с таким носиком, гамма. Челноков есть много, гораздо больше, чем игл. И, на мой взгляд, это все дело привычки. Пока не попробуешь какой-то челнок, понять, нравится он тебе или нет, мне сложно. Вот у меня есть такие челноки. Вот это для меня толстоват. Если надо выполнять какую-то работу большую, то, скорее всего, я возьму его, просто потому что на него больше можно нити намотать. Но вот этот для меня более удобный по толщине. Вот этот самый узенький. Здесь, конечно же, пальцем очень удобно, но нити намотать сюда для меня как-то маловато. Вот этот, здесь съемная шпулька, и мне казалось, что будет очень удобно наматывать на нее нить. Почему-то не прижился у меня вот этот челнок. Может быть, потому что я, в принципе, не очень люблю работать челноком, а может быть, потому что мне неудобен именно вот этот челнок. Не знаю. Так, ну что ж, давайте начнем. Вот в таком положении у меня находится правая рука. Я держу челнок большим пальцем, указательным пальцем. Носик челнока у меня опущен вниз. Это не единственное правильное положение, это просто то положение, которое удобно мне. Нить выходит за челноком. Левой рукой я зажимаю нить между большим пальцем и средним пальцем. Далее нить обвожу вокруг всех пальцев и зажимаю там, где у меня начало нити зажато. Вот в таком положении руки у меня находятся сначала, затем я мизинец завожу к ладони. Вот таким образом. То есть здесь я держу нить начало и конец. А вот здесь я контролирую подачу, так сказать, этой нити. То есть сейчас мы чуть-чуть дальше с вами пройдем. И я покажу, как вот это расстояние я регулирую при помощи вот этих двух пальцев. Итак, первое движение, которое я делаю, правой рукой ныряю под нить. Далее челнок завожу под нить, которая на левой руке. И здесь у нас на пути, получается, стоит указательный палец. Чтобы нить прошла, указательный палец я приподнимаю. Это все доли секунды. Поэтому, если это делать быстро, это даже незаметно и кажется, что тут происходит какая-то путаница. Но на самом деле я просто приподнимаю этот палец. Челнок прошел, вот нить. Теперь она идет под челноком и уже на пути большой палец. И вот тоже на секунду приподнимаю и вновь зажимаю челнок. Просто чтобы эта нить прошла. Далее левую руку я ослабляю, а правую наоборот тяну, чтобы вот здесь петелька перевернулась. Теперь левой рукой я подтягиваю петельку вот сюда между двумя пальцами. Это первая половина узла фриволите. Для выполнения второй половины узла фриволите челнок кладу сверху, и у меня теперь большой палец сначала на пути нити. Я его отпускаю, и челнок ныряет под нить. И теперь на пути указательный. Я его приподнимаю, опускаю. Ослабляю левую руку, а правую тяну. Нить перевернулась. Теперь левой рукой затягиваю узел.
Еще раз. Ныряю под нить. Правую руку, указательный палец отпустила, прижала. Теперь большой палец отпустила, прижала. Левую руку ослабила, правой натянула, левую затянула. Отпустила большой палец, нырнула челноком под нить, отпустила указательный палец, зажала. Ослабила левую руку, правую натянула, натянула и левую. Теперь показываю, что я делаю вот этими двумя пальцами. Когда мы выполняем узлы, вот эта нить, она используется для формирования узелков. А вот эта нить, она идет внутри узелков. Соответственно, вот эта нить у нас расходуется быстрее. И вот здесь расстояние постоянно сокращается. Когда оно становится маленькое, уже челноком проходить неудобно. Чтобы его увеличить, мы вот эту нить должны запустить вот сюда. И вот этими двумя пальцами я именно это и делаю. Указательным и большим я зажимаю узелки, а вот таким движением я подтягиваю нить для вот этого пространства. Здесь, соответственно, просто немножко разматываю челнок и выполняю узелки дальше. На самом деле здесь мелкое движение вот этими пальцами у меня происходит практически после каждого узелка. Таким образом, вот здесь расстояние у меня практически всегда остается одинаковым. И это хороший способ, чтобы проверить себя, что все у вас идет так, как надо. Потому что если вы не сможете двигать вот эту нить, значит где-то здесь у вас не перевернулся узелок. Когда вы выполнили нужное количество узелков, снимаем вот эту петлю и вытягиваем правой рукой нить, закрывая узелки в кольцо. Далее мы можем выполнять еще одно кольцо, уже в зависимости от того места, где вы хотите его выполнить. Можно вплотную вот к этому кольцу, можно отступить какое-то расстояние, вновь зажать нить и продолжить набор узелков. Если же вы хотите вплотную, то, соответственно, зажимаете именно вот это кольцо и набираете узелки вплотную к нему. Вот таким образом я работаю челноком. Надеюсь, вам было полезно это видео. Если у вас есть какие-то вопросы, комментарии, пожалуйста, пишите под видео. Всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока!